есть моменты, которые не сопровождаются громким взрывом. О них не объявляют. О них не выставляют на показ. Но когда они наступают, ты сразу понимаешь. Происходит что-то настоящее. И именно так всегда ощущались отношения Тэхёна и Чингука. Тишина. Но притягательная. То, что разделяли Тэхён и Чингук, было не просто моментом единения, запечатленным на камеру. Это было похоже на подарок, который пришел именно тогда, когда он был нужен, подарок, который никто не просил, но который был глубоко значим. Не мимолетный момент, а чувство целостности, которое витало в воздухе, медленно проникало и в конце концов оседало в сердце. Связь между ними никогда не казалась натянутой. Она присутствовала каждую минуту в мелочах, которые часто остаются незамеченными. То, как они смотрели друг на друга без слов. То, как они по-настоящему слушали друг друга. И спокойствие, которое приходило просто от пребывания в одном пространстве. Между ними чувствовалась ненастоящая близость. Естественная, постоянная и искренняя. Многие сомневались в отношениях Тэкука. Особенно, когда их редко видели вместе. Хотя плотный график, важные обязательства и расстояние, казалось, создавали стену между ними. Но время всегда самый справедливый свидетель. И время доказало, что то, что объединяло Тэхёна и Чингука, не было хрупким и не исчезло легко. Сегодня эта связь ощущалась даже сильнее. Глубже. Более надежной. Последняя прямая трансляция доказала это без необходимости долгих объяснений или оправданий. Все говорило само за себя. Там мы увидели, как флирт протекал так естественно. Мягкие интонации. Смех, которым они делились без усилий. Маленькие жесты, которые, казалось, понимали только они двое. Все это казалось теплым, интимным и настоящим. Как личный момент, свидетелем которого мы стали издалека. Даже присутствие Джина ощущалось так естественно. Словно он был просто наблюдателем за динамикой, которая ему уже была так хорошо знакома. Не было никакой неловкости. Не было попыток что-либо скрыть. Излучаемая энергия была настолько искренней, что казалось, будто мы наблюдаем за обычной ночью из жизни Тэкука. А не за публичной трансляцией. Когда Тэхён неоднократно упоминал, что будет спать рядом с Чингуком. Это не звучало как пустая шутка. Это звучало легко, с чувством непринужденности. Как будто кто-то говорит о своем самом безопасном месте. А когда Джин пошутил о том, чтобы спать вместе. Их реакции были быстрыми и ясными. Никто из них не согласился. И именно простота этого ответа говорила обо всем, без лишних слов. Фразы вроде «Твоя кровать, моя кровать, твой дом, мой дом» были не просто мимолетными замечаниями. Они были ясным посланием. Что они не просто делят моменты на публике, но и пространство, распорядок дня и совместную жизнь. Именно эта естественность больше всего тронула поклонников. Потому что дело было не в грандиозных признаниях или драматических заявлениях. Дело было в честных, последовательных, повседневных жестах. Дело было в настоящем единении. Видеть их такими, счастливыми, расслабленными и такими близкими. Вызывало эмоции, которые трудно описать словами. Была радость. Было спокойствие. И тепло, которое оставалось еще долго после того, как опустился занавес. Для тех, кто терпеливо ждал. Этот момент казался наградой за доверие, которое никогда по-настоящему не было утрачено. Даже во времена молчания и сомнений. Тэкук вернулся с той же сущностью, которую мы всегда знали. Но на этот раз она была облечена в зрелость, которая была одновременно видимой и ощутимой. В мире, который часто казался фальшивым. Тэхён и Чингук продемонстрировали любовь, построенную на времени, уважении и преданности. Им не нужны были грандиозные речи. Им не нужны были чрезмерные доказательства.
потому что эта любовь проявлялась в мелочах. В том, как они заботились друг о друге. И в том, как они продолжали выбирать друг друга день за днем. Эта прямая трансляция оставила неизгладимое впечатление. Не только потому, что мы видели их вместе, но и из-за того спокойствия, которое они разделяли, находясь в одном пространстве так искренне. С самого начала Тэхён казался расслабленным, спокойным и полностью связанным. В то время как Чингук наблюдал за ними с нежным вниманием. Их взгляды, улыбки и даже молчание между ними говорили больше, чем любые слова. Эти отношения не утратили своего блеска со временем. Напротив, возникает более зрелая, более стабильная и глубокая связь. Тэкук напоминает нам, что любовь не всегда должна быть громкой. Любовь может быть тихой. Любовь может быть настоящей. И любовь может быть настоящей, без необходимости в большом шоу. Тэкук, в конце концов, никогда по-настоящему не расставался. Они просто шли в своем темпе, подальше от шума, но при этом сохраняя связь друг с другом. То, что мы видим сейчас, это не что-то новое, а нечто, что существовало давно и тихо поддерживалось. Эта прямая трансляция служит мягким напоминанием о том, что о комфорте не нужно говорить открыто. Это очевидно в том, как они делят пространство без неловкости, в непринужденном смехе и в тишине, которая кажется безопасной. Все это возможно только тогда, когда два человека по-настоящему понимают друг друга. Нет никаких больших моментов, которые нужно чрезмерно выделять. Вместо этого именно мелкие детали, легкие фразы, спонтанные ответы и повседневные привычки говорят наиболее искренне. Именно в этом их любовь кажется живой, настоящей и неизменной. Для тех, кто внимает сердцем, этот момент приносит длительное чувство тепла. Не взрывную радость, а умиротворенное спокойствие. Чувство, что то, во что верили все это время, никогда не бывает напрасным. И, возможно, в этом и заключается истинная сущность Тэкука. Любовь, которая не ищет внимания, не нуждается в доказательствах, но остается верной. Спокойная, зрелая и настоящая, как чувство, которое остается. Даже после того, как все закончилось. И это чувство не просто исчезает. Оно не пропадает с окончанием видео. Не меркнет, когда экран гаснет. Оно остается теплое, целостное и каким-то образом знакомое. Как что-то, что мы чувствовали раньше. А затем вновь всплывало в взглядах, небольших жестах и мимолетных моментах, которые говорят громче слов. Если вы чувствовали то же самое, смотря этот момент. Если какая-то часть вас остановилась, слегка улыбнулась или невольно сделала глубокий вдох, пожалуйста, не стесняйтесь поделиться своими чувствами в комментариях. Потому что иногда чувства, которыми делятся, кажутся более реальными, когда их записывают. Некоторых мгновений достаточно, чтобы почувствовать. Достаточно, чтобы сохранить их в тихом уголке наших сердец, куда мы возвращаемся всякий раз, когда мир кажется слишком шумным. Такие маленькие моменты напоминают нам, что тепло все еще существует, что искренность все еще можно увидеть, даже если это всего лишь несколько секунд, запечатленных на камеру. И пока мы можем это чувствовать, едва уловимое трепетание в груди. Улыбку, которая появляется неосознанно, эта история будет жить, перетекая из одного сердца в другое, ожидая, чтобы ее снова почувствовали. В неожиданное время. Поставьте лайк этому видео, если эта история тронула ваше сердце. Подпишитесь на этот канал, чтобы не пропустить маленькие истории, которые часто остаются незамеченными, но несут в себе глубочайший смысл. И включите уведомления, чтобы вы всегда были рядом, когда произойдет следующий момент. Без предупреждения, без планирования, но всегда вовремя. Спасибо, что уделили время. Спасибо, что поделились этим с нами.
И спасибо, что остались до конца. Берегите себя. И помните, пока еще остаются маленькие моменты, которые кажутся большими. Эта история еще не закончена. Увидимся в следующем видео. Когда это чувство вернется и снова решит остаться.